В очередной раз предлагаю вспомнить два момента, которые почему-то отказываются попадать в центр нашего с вами внимания. Первый факт. Все, чего смогли добиться Россия царская, Россия имперская, Россия советская, Россия современная, с пространственной распределенностью населения по территории нашей страны, это достичь появления соотношения 80/20 и 20/80. От Урала до наших западных границ 20% нашей территории, на которых проживает 80% нашего населения. От Урала до Тихого океана 80% нашей территории и 20% населения. Второй факт. Весной 2022 года Владимир Путин поставил перед правительством задачу разворота экономической активности на восток и на юг. Президент прав. Отказываясь от решения этой задачи, мы не сможем добиться стратегического выигрыша. Вот без общих фраз, что получается-то? Наша нынешняя зависимость от Китая известна. Но как происходит импорт товаров из этой страны? Пересечение границ на Дальнем Востоке. После чего транспортировка этого импорта на 5000 километров минимум, чтобы товары добрались до нашего основного внутреннего рынка сбыта. Мало нам верениц торговцев-посредников, так мы еще на тарифы РЖД деньги тратим. И, конечно, теряем время. 80% промышленности к западу от Урала, значит, наши товары для Китая автоматически либо становятся неконкурентоспособными из-за расходов на логистику, либо наши производители вынуждены делать скидки, которые и так имеют место быть из-за антироссийских рестрикций и демонстративной боязни китайского бизнеса перед пресловутыми вторичными санкциями. Да, эта ситуация не сейчас сложилась. Россия пытается освоить Восточную Сибирь и Дальний Восток скоро уже 400 лет тому как. Но сейчас проблема стала более выпуклой. Евросоюз все более сползает в затяжную рецессию, не говоря уже о том, что работать с дикарями, которые не понимают, что такое цивилизованный бизнес и торговля, мягко будет сказано, сложно. Русофобия во главе угла. Политика, диктующая свою волю всем их предпринимателям. С этим будьте добры к политологам. А я о том, что платежеспособность и емкость европейского рынка падают и подниматься в ближайшие десятилетия явно не намерены, потому как пушки вместо масла. А экономика Китая росла и растет быстрее, чем у нас дома. Да и Казахстан, и все страны южнее его делают ровно то же самое. И разрыв в темпах роста с нами будет только расти, поскольку у нас поверх оборонных расходов охлаждение экономики, как данность, бороться с которой невозможно, если не менять правила игры. А правила игры у нас пока незыблемы. Формулировка прежняя. Невидимая рука рынка сделает всем нам хорошо, а государство будет наблюдать, контролировать и собирать налоги. Но в последнее время наблюдаются все более явные признаки того, что наше правительство начинает понимать, что навязанные нам 30 лет назад правила становятся гирей на ногах. Тупик все более очевиден. И нет, я не про смену капитализма на социализм, а про торжество здравого смысла, в которое я упорно верю. В то, что энергетика – фундамент и база экономики, что она должна развиваться опережающими темпами, тем паче на Дальнем Востоке, надеюсь, говорить уже не приходится. Следствие. Ошибочность правил игры прежде всего становится видна в энергетике. А если совсем конкретно, в энергетике тепловой и электрической. Давайте вспомним, что получалось с модернизацией для восточных теплоэлектростанций и со строительством там же новых объектов генерации в этом веке, для наглядности. Оговорюсь, что в данном случае Дальний Восток в традиционном понимании энергетиков, а не политических администраторов, у которых, как известно, собственная карта. Для энергетиков Объединенной энергосистемы Востока это электростанции и сети Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, а также южная часть Якутии вместе с Якутском. Вся остальная часть Дальнего Востока, то есть часть Якутии, Магаданская область, Чукотка и Камчатка, электроэнергетически не связаны не только друг с другом, но и внутри себя. Электросетевое соединение Объединенной энергосистемы Востока с энергосистемами Бурятии и Забайкальского края по-прежнему миниатюрная. Плотность сетей в соседствующих регионах минимальна, плотность населения низкая. Крупных производств в сравнении с Уралом и европейской частью России чрезвычайно мало. Помните схему, которую я уже показывал, взята с сайта системного оператора? Схема крайне схематична. На ней, к примеру, вся территория полуострова Таймыр отнесена к Объединенной энергосистеме Сибири. В нее же уверенно целиком вошли Ямал и полуостров Гыдан на восточной стороне Обской губы. На ней не рассмотреть энергоострова вокруг Николаевска на Амуре. Серое пятно на востоке России действительно справедливо относится к ТИТЭС – технологически изолированным территориальным энергосистемам. Есть отдельные электроэнергетические островки вокруг более 300 изолированных поселков в Якутии и Чукотке.
Чун-Билибинский энергоузел от Певека до Билибина. Медленно, но все же расширяющиеся энергоузлы вокруг Анадыря и Петропавловска на Камчатском. Там же, внутри Серого Пятна, наши Курильские острова. О ТИТЭС, технологически изолированных территориальных энергетических системах, разговор совершенно отдельный, причем очень большой, к которому, надеюсь, вернуться. Это именно энергетические системы, поскольку для самого факта выживания населения здесь генерация тепловой энергии не менее критически важна, чем энергия электрическая. В качестве анонса предстоящих передач удивительный по своей умности факт, от которого у меня лысина дыбом встает. В изолированных поселках Якутии за выработку электроэнергии отвечает Росгидро через свою дочернюю компанию. Генерация идет на дизельных электростанциях и в течение последнего времени на комбинированных солнечно-дизельных и ветродизельных. А выработка тепловой энергии – это уже Министерство ЖКХ Якутии. Это угольная котельная, древняя, как бивень мамонта. Два ведомства разной формы подчинения в поселках на 3-4 сотни человек. Это ведь очень умная умность, вы согласны? Вы освоитесь сознанием этого факта, подозревая, что он не очень привычен для любого человека, не утратившего способность логического мышления. На Восточном экономическом форуме 23 года Владимир Путин произнес слова, от которых я чуть не расплакался. Энергетика Дальнего Востока должна развиваться опережающими темпами. Но прежде чем оценивать, как мощно и ловко наше уважаемое правительство откликнулось на совершенно недвусмысленный призыв президента, начнем, как у инженеров-энергетиков принято, с небольшого технического аудита. Что такое электроэнергетика Дальнего Востока, то есть объединенная энергосистема Востока, на день сегодняшний? С каким советским наследством она живет и функционирует? Каких результатов удалось добиться за минувшие вот уже 34 года? Постараюсь бегло, уж очень тема обширна. А сегодня у нас просто знакомство. На всякий случай напомню, что в 2008 году великолепная команда ультра-супер-пупер-профессионалов под руководством лучшего энергетика всех времен и народов Анатолия Чубайса, который, как неудивительно, официально все еще не признан иностранным агентством, завершила реформу РАО ЕС России, заодно ликвидировав эту государственную компанию. Не буду вдаваться в величайшие подробности Чубайсетины. Она слишком большая, но основные идеи хорошо известны. Атомная энергетика, диспетчеризация энергосистем, электрические сети класса 110 кВт и выше были объявлены естественными монополиями, владение и контроль над работой которых остается в руках государства. Генерация электрической энергии, распределительные сети напряжением ниже 110 кВт и сбыт электроэнергии подлежали приватизации. Цель? В энергетику должны прийти крупные частные компании, чтобы в России был создан конкурентный сектор генерации, территориальных сетевых организаций и ловких сбытовиков. Частные компании должны были принести груды, горы, моря, океаны инвестиций, дабы понастроить на каждом углу по 2-3 электростанции, которые все непременно должны были начать конкурировать за потребителя, жизнерадостно снижая свои расценки до нуля и ниже, в стиле «возьми мою электроэнергию, я тебе за это приплачу». Предлагаю в этот раз не обсуждать то, что происходило после 2008 года в единой энергосистеме России, а сосредоточиться на объединенной энергосистеме Восток. На всякий случай напомню, что в России не одна, а две объединенные энергосистемы, не синхронизированные между собой. Единая энергетическая система, которая действует в европейской части нашей страны, на Урале и в Западной Сибири, и объединенная энергосистема Востока. Административные реформы последних лет, в результате которых в состав Дальневосточного федерального округа были включены Забайкалье и Бурятия, на объединенную энергосистему Востока никакого влияния не оказали. У администраторов своя свадьба, у электроэнергетиков своя. Так вот, в генерацию в объединенную энергосистему Востока в нулевые годы никакой эффективный частный собственник, он же крупный инвестор, и не думал идти. Регион на то время был депрессивным. Советская промышленность тихо умирала, уезжали люди, пустели города, ветшали сети. Куда там на тот момент было девать дополнительную генерируемую электроэнергию-то? В 2005 году, после того, как были завершены пограничные споры с Китаем, появился контракт на поставки электроэнергии на противоположный берег Амура, что дало возможность дополнительного финансирования строительства Бурейской гидроэлектростанции. А по его завершении у Росгидро и нашего государственного монополиста Интеррао дополнительный заработок. Большая просьба на этих словах не включать режим пролетарской классовой ненависти. И Росгидро, и Интеррао – это государственные компании. Деньги, зарабатывающие для своего главного акционера, государства,
для государственного бюджета со всей его социальной нагрузкой. Реформы Чубайса на Дальний Восток оказали нулевое влияние. Не было интересен регион частным энергетическим компаниям, да и все тут. Попытки сотрудничества с Китаем, северные провинции которого в тот период были весьма основательно энергодефицитны, положительных результатов не дали. Организационный бардак у нас в те времена был основательным, прямо скажем. Государственная система управления, которая, казалось бы, зачарованно смотрит в рот волшебнику по фамилии Чубайс, который у нас теперь, почти иностранный агент. Как выяснилось, государственный инстинкт мы не утратили. Если не разрабатывать и не предпринимать экстренных мер, крохотный регион, 2 края и 2 области вместе с островом Сахалин, могли окончательно деградировать. Решение было внезапным. И генерацию, и сети всех классов, и сбыт, все разом передали государственной компании «Росгидро». Можно многое вспомнить о том, кто именно ею тогда руководил, но это уже детали, важен факт. Передача этой собственности, то есть обветшавших сетей, проработавших по 40-50 лет электростанций, задолженности по платежам с многочисленными хитросплетениями дочерних, зависимых и неформально связанных энергетических компаний, это точно не было благотворительностью, куда как больше сие действо походило на реализацию старинного правила приватизация доходов и национализация убытков. Но решение было и принято, и реализовано, причем в комплекте с государственным регулированием всех тарифов на электроэнергию в этом Дальневосточном федеральном округе. Разумно? На мой личный оценочный взгляд, безусловно, поскольку альтернативой могла быть только полная потеря всего региона, дальнейший выезд населения и закрытие всех предприятий и даже социальной инфраструктуры. Без подачи электричества и тепла в тех краях какая жизнь-то, простите. Вот таким удивительным образом Росгидро, помимо гидроэлектростанций, внезапно стал владельцем и оператором электростанций газовых, угольных, геотермальных. Чуть позже к ним прибавились солнечные и ветровые. Единственный вид генерации, пока еще отсутствующий у крупнейшей в России энергетической компании Росгидро, атомная. Логика, которой пользовался Чубайс сотоварищи при передаче энергетики Дальнего Востока в руки Росгидро, была, простите, забубенная. Господа владельцы энергетических компаний, у кого из вас после всех приватизационных маневров есть крупная электростанция на Дальнем Востоке? Росгидро, явно нервничая. Ну, у меня. Зийская ГЭС. Еще вот Бурейскую строю. А что? Отлично. Забирай себе и все остальные электростанции. Газовые, угольные, мазутные, сети забирай. Росгидро. Слышь, Анатолий Борисович, у меня в названии буковки «гидро». Это про воду, про водохранилище, про плотины. Понимаешь? Конечно, слышу. У тебя уже есть электростанции на Дальнем Востоке. Регион ты знаешь. Забирай все. И иди отсюда. Радуйся где-нибудь в сторонке. Вот поговорили. Если без смеха и без слез, то мне эта история действительно напоминает нечто обычной логике не поддающееся. Нечто действительно на уровне встроенного в саму нашу с вами государственную систему управления инстинкта. Нулевые годы. Со всех трибун и из телеящиков словеса про свободный рынок, про невидимую руку рынка, про чубайсятину в электроэнергетике, про предприимчивую предпринимательность частного предпринимателя все улыбаются и рукопожимают друг друга. И совершенно внезапно, без объявления войны, дело ЮКОСа, выкуп его активов государственной Роснефтью, которая мгновенно стала крупнейшей нефтяной компанией страны, выкуп Сибнефти у Абрамовича и появление второй опоры государства в нефтянке – «Газпромнефти». И практически синхронно с этим решение по электроэнергетике Дальнего Востока. Фактическое огосударствление стратегически важной отрасли в стратегически важном регионе страны. Если кто-то думает, что такие вот действия не встречали никакого сопротивления со стороны экономически либерального блока правительства, так и зря. Я вот на память пока не жалуюсь. Электрифицировать БАМ и построить на нем вторые пути Владимир Путин предложил в 2004 году, но эта инициатива не прошла. Только через 10 лет, да и то с раскачкой, мы вернулись к этому проекту, который теперь зовется расширением восточного полигона РЖД. Россия эти 10 лет просто потеряла. Сейчас работать приходится, хотел сказать, засучив рукава, но вспомнил про стиль работы РЖД, задрав штаны. В очередной раз напомню, что готов извиниться перед всеми почитателями РЖД, что готов перед ними извиниться, но при выполнении 2 условий, если они сумеют назвать хоть один проект, реализованный РЖД, в срок. И если будет возвращен в музей «Золотой костыль», который премьер России Владимир Путин и министр ЧС Сергей Шойгу в 2011 году в торжественной обстановке вбили в начало железной дороги Кызыл-Курагина. Договорились? Жду. Вернемся к теме.
поскольку из энергетики Дальнего Востока сопротивление экономических либералов было весьма значительным. Происходившее и происходящее здесь больше напоминает битву гигантов или футбольный матч. Если битва гигантов, то она подковерная. Имена, фамилии никто ведь вслух не называет. Смотрите, объекты генерации сети были переданы в собственность государственной компании «Росгидро». 1-0 в пользу государственников. Никакого рынка электроэнергии. Сходу было введено государственное регулирование. И вот уже счет 2-0. Но контратака последовала сразу же. В центре нападения оказалась наша уважаемая Федеральная антимонопольная служба. Компании «Росгидро» было предписано приобретать уголь для дальневосточных электростанций на основании 44-го федерального закона. Никаких долгосрочных контрактов. Никаких воспоминаний о том, что в советские времена угольные электростанции строились по технологиям, привязанным к конкретным маркам угля. Вот это месторождение дает уголь для вот этой электростанции, а вот то месторождение вот для той. Это с иностранными покупателями наша угольная компания имеет право подписывать долгосрочные контракты, а внутри России нельзя. Логика? Так если государственная компания «Росгидро» будет подписывать десятилетние договоры с конкретными угольными компаниями, у нас ведь конкуренция среди угольщиков на зиму рухнет и помрет. А в учебнике «Экономикс» такое запрещено. Стоп, что получается? Я, «Росгидро», уголь покупаю, как сейчас говорят, в рынке, а электроэнергию продаю по государственным тарифам. И что мне делать, если тарифы стоимость угля не перекрывают? Что за вопрос? Что значит, что делать? Соблюдать ФЗ-44. ФАС, родненький, но я ведь так буду в убытки уходить. Да ничего подобного. 1 год в убыток, зато в следующий в прибыль. Усреднишь и перекроешь. Какие проблемы? Как какие? Когда родной и любимый Минфин налоги угледобывающим компаниям рассчитывает, беря за базовую стоимость цены эталонного австралийского каменного угля. Рубль к доллару снижается. Я в любом случае буду в минус уходить. Да? Если ты такой умный, почему строем не ходишь? Иди вон, 44-й ФЗ исполняй. И это был не 2-1 в пользу государственников, а сразу где-то так 2-10. Почему так много? Да потому что кроме старости и дряхлости, неэффективности советской поры тепловых электростанций, в объединенной энергосистеме Востока есть вторая головная боль – сети. Я на всякий случай напомню про площади, входящих в него субъектов. Сейчас об этом крайне редко вспоминают. Крошечная еврейская автономная область – 36,3 тысячи квадратных километров. Сахалин, как остров – 87,1 тысячи квадратных километров. Приморский край – 164,7 тысячи квадратных километров. Синхронизированная с объединенной энергосистемой Востока территория Южной Якутии и улус вокруг Якутии – 351,7 тысяч квадратных километров. Амурская область – 361 тысяча и 9 квадратных километров. Хабаровский край, условно, поскольку те самые технологически изолированные территориальные энергосистемы и здесь имеются, еще 787,6 тысяч квадратных километров. Итого, обслуживаемая сейчас и потенциально обслуживаемая в будущем компания ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания, дочерней структуры Росгидро, 1 790 000 квадратных километров. Можем сравнить с площадью европейской части России, которая составляет 3,7-3,9 миллиона квадратных километров. Но заодно припомнив, что у нас с численностью населения там и там. В предыдущей передаче я уже приводил статистику плотности сетей в погонных километрах на 1000 километров квадратных территории. Тоже напомню. Амурская область от 5 до 8, Хабаровский край от 7 до 11, Еврейская автономная область от 6 до 9, Приморский край от 12 до 16, Сахалинская область от 8 до 12 и та часть Якутии, которая вошла в состав Объединенной энергосистемы Востока, от 8 до 12. Но это ведь просто числа. А физика, так скажем, отдельная история. Деревянные опоры, трансформаторы на подстанциях по 100 лет в обед, плюс всевозможные подтопления, плюс обрывы из-за наледи, ветров, снегов. Сети, напомню, тоже были переданы Росгидро. И это тоже вполне логично, даже с рыночной точки зрения. Хочешь без проблем сбывать свою электроэнергию, иди ремонтируй провода с подстанциями. На Восточном экономическом форуме прошлого года мы дождались отчаянно смелого поступка одного из заместителей министра энергетики, который вслух, с высокой трибуны, признал очевидное. Сетевое хозяйство Дальнего Востока долгие годы было недофинансировано. Какая неожиданность, кто бы мог подумать.
Но критиковать Минэнерго в данном случае, на мой взгляд, не совсем корректно. Законы точно не оно пишет. А сопротивляться двойному напору со стороны Федеральной антимонопольной службы и Министерства финансов при подчеркнуто нейтральной позиции Министерства экономического развития и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики не получилось. Правда ведь здорово, что наш кабинет министров – команда единомышленников, отстаивающая интересы государства. Мне тоже нравится. На день сегодняшний накопленные убытки на угольном маневре у Росгидро исчисляются десятками миллиардов рублей. Но совсем недавно был предложен невероятно новый, прогрессивный способ справиться с этой проблемой. Правильно. Надо просто тарифы повысить, и все будет хорошо, и местами даже отлично. С вашего позволения, без комментариев, чтобы при монтаже не запихивать. Росгидро, конечно, как могло, так сопротивлялось. Государственники в составе правительства аналогично. Тарифы на природный газ у нас регулируются государством. Потому модернизация тепловых электростанций с переходом с угля на газ – это тоже вполне реальный способ сохранить отставание в счете в матче против либералов. Модернизация угольных электростанций самих по себе, без смены вида топлива, тоже в ту же сторону, поскольку это шанс повысить КПД и тем самым снизить расходы угля и денег на его закупку. И в 2012 году новый президент России влепил щелчок от синей линии. Государство докапитализирует Росгидро на сумму, которая требуется для реализации программы модернизации тепловых электростанций Дальнего Востока. Росгидро хорошо расслышали, время пошло. Я без понятия, по каким именно причинам Росгидро тогда откровенно поторопилось, разрабатывая технико-экономические обоснования на модернизацию и на строительство новых электростанций в тех случаях, когда ремонт был уже невозможен. Но в результате счет после 3-10 едва не стал еще более разгромным. Руководство Росгидро сменилось. Генеральным директором стал Николай Шульгинов, который заставил уточнить и учесть, к примеру, сейсмическую опасность Сахалина. Технико-экономическое обоснование переделали. В результате выяснилось, что 50 миллиардов рублей, заявленных для программы модернизации тепловых электростанций, коротковато. Ситуация оказалась патовой, но государство пошло на внезапный маневр. Дополнительное кредитование со стороны не менее государственного ВТБ. С возвратом кредитов, правда, не так, чтобы сложилось. Получилось, потому государственное ВТБ наряду с государством вошел в состав акционеров Росгидро. С точки зрения стороннего наблюдателя, нечто непонятное. Зато ни один либеральный экономист даже слова против квакнуть не способен. Был кредит, с возвратом не получилось, отдали акции. Есть вопросы? Нет вопросов. Извините, конечно, за столь продолговатое вступление, но оно необходимо, чтобы понимать, как все выглядит в условиях капитализма, действующего там, где до совсем недавнего времени государственная компания по государственным законам производила и поставляла электроэнергию и тепловую энергию по государственным тарифам. Замечу на всякий случай, что при этом никто и не думал запрещать появляться в регионе тем самым эффективным частным собственникам. Они ведь реально куда более конкурентоспособны, чем компании государственные, правда? Именно поэтому в электроэнергетике Дальнего Востока частников как не было, так и нет. Либеральные экономисты не могут ошибаться. Не верите? Частников тут нет. Значит, их прибыль равна нулю. Так? А Росгидро из-за угольного маневра в убытках. А нуль больше отрицательных чисел, так что шахмат. В общем, приглашаю на коротенькую экскурсию по большой энергетике нашего с вами Дальнего Востока. Бурейская ГЭС. Один из завершенных Росгидро советских долгостроев. Это у юных или совсем уж возрастных блогеров Советский Союз молочной реки в кисельных берегах. В реальности, к сожалению, проблем в нем было предостаточно. Строительство этой гидроэлектростанции в Амурской области было начато в 1974 году. Но 15 лет для завершения стройки оказалось недостаточно. Бурейская ГЭС введена в эксплуатацию на полную мощность в 2014 году. То есть общий период строительства кругленькие такие 40 годиков. Электрическая мощность Бурейской ГЭС 2010 мегаватт. Завершалось строительство на деньги государственного бюджета. Если точнее, на деньги Министерства путей сообщения, которое оказалось в деле стараниями, как неудивительно, Анатолия Чубайса. Стройка стояла мертвой, пока этот прохиндей, на тот момент глава РАО ЕС России, не приехал туда сам, умудрившись прихватить в поездку Николая Аксененко, тогдашнего главу Министерства путей сообщения. Понятия не имею, что там было в ходу. Гипноз, водка с бани, но в результате Аксененко, что называется, вписался. Министерство выдало гарантии на кредиты коммерческим банкам. Давно это было, история крайне занимательная, и при всем моем отношении к Чубайсу и к чубайсятине факт остается фактом.
Он действительно обеспечил возврат большой энергетики на депрессивный на тот момент Дальний Восток. Кредит коммерческим банкам в срок, разумеется, не отдали, рассчитывался государственный бюджет. Но это все про грустное, про организационно-финансовое. А нам важнее энергетический результат. Разве Бурейская ГЭС не красавица? Модернизация и расширение Благовещенской ТЭС проведены государственной компанией «Росгидро» с 2013 по 2016 годы. Финансирование государственного бюджета и кредитные ресурсы ВТБ. Целевая программа восстановления энергетики Дальнего Востока финансировалась за счет увеличения капитализации акционерного капитала Росгидро на 50 миллиардов рублей. Сумма, как казалось, была взята не с потолка. Ее обозначил первый руководитель Росгидро Евгений Дод. По его прикидкам, этого должно было хватить на программу модернизации действующих тепловых электростанций, на строительство станций замещения в случае полной невозможности этой самой модернизации. Как я уже говорил, технико-экономические обоснования пересчитали, из бюджета денег не получили, заняли у государственного ВТБ, в срок рассчитаться не сумели. Теперь в акционерном капитале Росгидро помимо государства присутствует и ВТБ, а у Росгидро присутствуют долги. Впрочем, долги не только из-за этой программы, вернемся к этому вопросу чуть позже. Угольная Благовещенская ТЭС по итогам модернизации увеличила свою электрическую мощность с 280 до 404 мегаватт. Тепловую мощность с 817 до 1005 гигакалорий в час. По той же государственной программе модернизации и дальнейшего развития энергетики Дальнего Востока Росгидро, помимо Благовещенской ТЭС, тут двоеточие. В столице Якутии с 14 по 17 годы была построена в первую очередь газовая ГРЭС-2 электрической мощностью 193,5 мегаватта и тепловой мощностью 469 гигакалорий в час. Предлагаю не отступать от хронологического изложения, потому в тепловую программу будут вырываться новые гидроэлектростанции. Без бюджетных вливаний, но с помощью ВТБ. Росгидро, начав в 2010 году, в том же 2017 сумела ввести в строй Нижнебурейскую ГЭС мощностью 320 мегаватт. На самом деле, не меньшее значение, чем установленная мощность, имеет тот факт, что речь идет о контрплотине, контррегуляторе Бурейской ГЭС. Так называют плотины, которые строятся ниже по течению реки относительно условно главной гидроэлектростанции, гораздо более мощной, с более крупными плотиной и водохранилищем. Мощность Бурейской ГЭС 2010 мегаватт. Это крупнейшая ГЭС на Дальнем Востоке. Высота плотины 139 метров, длина 744 метра. Полезная емкость водохранилища 10,73 кубических километра. Или, если привычнее, 10 миллиардов 730 миллионов кубометров. И вот ниже по течению на 80 километров построена Нижнебурейская ГЭС с ее крошечными 320 мегаваттами установленной мощности, плотиной высотой 40 метров и длиной 400 метров, с ее водохранилищем полезной емкостью всего 380 миллионов кубометров. Мощность каскада Бурейских ГЭС, таким образом, 2330 мегаватт. Но выработка большой Бурейской ГЭС с 2017 года значительно выросла. Решение о сбросе воды с плотины ГЭС в России никогда не принималось и не принимается энергетиками самостоятельно. Решение всегда принимает федеральный надзиратель – Росводоресурсы. Причина очевидна. Удовлетворение выросшего спроса на электроэнергию не должно приводить к затоплению всего чего ниже плотины по течению. Но контрплотина с ее дополнительным водохранилищем дает возможность реагировать на пиковый спрос более вольготно, более оперативно. Излишки воды примет дополнительное водохранилище. Не гидроаккумулирующая электростанция, конечно, но в любом случае весьма достойное решение. Именно по этой причине Росгидро и пошла на дополнительную финансовую нагрузку. Контррегулирующая плотина позволяет нарастить выработку верхней, крупной гидроэлектростанции и при этом сама дает дополнительную выработку. Государственная компания, та самая, про которую дятлы доктрины либеральной экономики норовят долдонить всяческие глупости насчет неповоротливости, забюрократизированности и прочее. Мягко скажу, в этом правиле исключений настолько много, что это заставляет сильно сомневаться в истинности этого самого либерального постулата. 2018 год. Росгидро ввело в строй газовую восточную ТЭЦ во Владивостоке, потратив на строительство 6 лет. Электрическая мощность 139,5 мегаватт, тепловая мощность 420 гигакалорий в час в горячей воде и 12 гигакалорий в час в паре. Годом позже, в 2019 было завершено возведение Сахалинской ГРЭС-2, начатое в 2015. 120 мегаватт мощности, топливо местный уголь, то есть реально стопроцентное выполнение одного из принципов плана ГЛРО – использование местного топлива, чтобы не задирать тарифы из-за расходов на логистику. Еще через год, в 2020-м, Росгидро завершила государственную программу по тепловым электростанциям Дальнего Востока
хотя на строительство новой угольной ТЭЦ в Советской гавани из-за всевозможных организационных проблем и потребовалось 10 лет. 120 мегаватт электрической мощности, 200 гигакалорий в час тепловой. И наши угольные ворота уже могут одновременно вести погрузочно-разгрузочные работы и бункеровку судов питьевой водой и топливом, не отключая при этом электричество в самом поселке. Не смешно. Раньше приходилось работать вот в таком режиме. Но на этом большая энергетика свой приход на Дальний Восток и не думала завершать. Эффективные частные собственники? Ага, 2 раза. «Газпром», который всего за 2 года, в 2021-м, ввел в эксплуатацию ТЭЦ в городе Свободном, электрической мощностью 160 мегаватт и тепловой мощностью 434 гигакалорий в час. Быстро, качественно, надежно. В последнем можно не сомневаться, поскольку часть вырабатываемой энергии идет на нужды гигантского газоперерабатывающего завода «Газпрома» в том же городе Свободном. В этом же городе, напомню, частная компания «Сибур» строит не менее масштабный газохимический комплекс. Поэтому неповоротливая и местами нерасторопная государственная компания «Газпром Энергохолдинг» уже приступила к строительству второй очереди ТЭЦ, теперь уже на 450 мегаватт электрической мощностью. Все в строгом соответствии с мантрами про эффективность эффективного частного собственника, только наоборот. Мои слова кому-то не нравятся? Извините, так учили. Если факты противоречат теории, распечатай теорию на листе бумаги, сверни его в трубочку и изобретателю теории нашлепай по тупой башке. Ну и последнее из уже введенных в эксплуатацию крупных электростанций Дальнего Востока. Знаменитая и легендарная, а также широко известная в узких кругах, Усть-Среднеканская ГЭС. Контррегулятор ранее построенной Колымской ГЭС. Примечательна сама история строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Оно стартовало в 1991 году, так что это ГЭС – ровесник современной России, вместе со всей страной прошагавшая через лихие 90-е, через экономический кризис и прочее, что на нашу долю выпало. В этом случае соотношение по мощностям с верхней ГЭС не настолько контрастное, как на реке Бурее. 900 мегаватт мощность Колымской ГЭС, 570 мегаватт Усть-Среднеканской. Почему так? Расстояние между гидроэлектростанциями Колымского каскада по руслу реки 217 километров. Приемная комиссия подписала документы на ввод в эксплуатацию Усть-Среднеканской ГЭС на полную мощность 5 декабря 2024 года, с чем Магаданская область, пусть запоздала, но поздравляю. Правда, за 24 года строительства в Магаданской области не сумели решить, для чего именно, для каких промышленных, добычных проектов использовать новую генерацию. Ну что такое какие-то четверть века? Постараюсь внимательно наблюдать, как будет решаться этот вопрос, который не так прост, как может кому-то показаться. Вывод мощности любой электростанции – это распределительные сети. А строительство системы линии электропередач там, где зимой минус 60 и ураганные ветры – это очень непросто и очень недешево. Как видим, в программе модернизации и развития электроэнергетики и теплоэнергетики Дальнего Востока творческая инициатива эффективных частных собственников не наблюдается. Единственное исключение – обмен партизанской ГРЭС на долю в акционерном капитале Росгидро с сибирской генерирующей компанией, состоявшейся в 2021 году. Об этом чуть позже, давайте промежуточный итог попробуем сформулировать. Государство российское непосредственно из бюджета и при помощи Государственного банка ВТБ руками государственной компании Росгидро реализовала программу модернизации старых тепловых электростанций и строительства новых тепловых электростанций. Кроме того, за тот же период времени за счет государственного бюджета был завершен советский долгострой, Бурейская ГЭС. За счет внутренних резервов Росгидро с нуля была построена Нижнебурейская ГЭС и завершен ввод на полную мощность Усть-Среднеканской ГЭС. В большой энергетике Дальнего Востока появился и новый игрок – компания «Газпром Энергохолдинг», которая опять же контролируется и управляется государством. Все это было продолжением установления фактически государственного контроля над энергетикой Дальнего Востока. И это было первым не звоночком, а оглушительным ударом в колокол, навязанной командой Чубайса реформы РАО ЕС к реализации заявленных реформаторами целей в реальных российских условиях не ведут. Если временно забыть об угле, то все на своих местах. Государство приняло решение удержать регион от дальнейшего сползания в пропасть. Государство руками государственной компании Росгидро это решение и стало реализовывать. Но про уголь забыть не получается. Вот списочек угольных электростанций Росгидро. Для простоты и наглядности я сейчас не перечисляю все дочерние зависимые компании, через которые осуществляется владение и оперативное управление. Установленная мощность электрическая и тепловая, чтобы оценить масштаб работы компании на вверенной ей территории. Конечно, о каждой из этих электростанций можно и нужно делать отдельные передачи, но точно не в этот раз. Все как всегда. Справочка.
о содержании которой предлагаю задуматься всем, кому интересен Дальний Восток и энергетика. Да, что касается будущего продолжения темы, будет и про газ, и про нефть с нефтепродуктами. Просто решил начать с действительно главного, ведь именно генерация электрической и тепловой энергии обеспечивает благополучие и уровень жизни населения и возможность функционирования и развития экономики в этом регионе. И в данном конкретном случае государство дало ответ на простой вопрос. Энергетика для экономики или вся экономика для обеспечения прибыли энергетических компаний? Энергетика для экономики. Ответ был именно таким. Но, к огромному моему сожалению, вопреки здравому смыслу, в прошлом году ответ изменился на прямо противоположный. Дальний Восток волею правительства был присоединен ко второй ценовой зоне. В переводе с языка бюрократов действие Чубайсятина в энергетике было распространено и на этот регион. Без подведения итогов, механически. Какие результаты получены на Дальнем Востоке с его государственным регулированием? Не вспоминаем про уголь. Не вспоминаем. Какие результаты получены там, где Чубайсятина в полный рост действует с 2008 года? Какие ошибки допущены? Какие действия дали положительный результат? Как сочетается Чубайсятина в энергетике со словами президента о необходимости опережающего развития энергетики на Дальнем Востоке? Не надо думать. Тут ведь написано. Таким внезапно оказался ответ нашего всемирно уважаемого мною правительства. Есть о чем продолжать и продолжать тему. По крайней мере, я в этом уверен. А пока вот более полный список угольных активов Росгидро в Дальневосточном федеральном округе. Итого, только электрическая мощность угольных электростанций Дальнего Востока составляет более 3000 мегаватт. Сакраментальный вопрос. А можно не думать об угольных электростанциях, присоединившись к хору любителей декарбонизации? Эдак вот поверх Чубайсятины еще и Грета Тунберговщину. Разумный ответ очевиден. Думать про уголь надо. Причем одновременно с перспективами газификации Преамурья от «Газпрома». И кроме того, стоит вспомнить еще и о том, что внутри России «Газпром» отнюдь не монополист по добыче газа. На Дальнем Востоке имеются и иные добытчики. И, конечно, сегодня я рассказ прерываю просто на полусловие, поскольку неутомимая команда Росгидро, несмотря и невзирая на свои финансовые проблемы и многоголосую критику в свой адрес, уже приступила к реализации следующей программы модернизации тепловых электростанций Дальнего Востока. А еще с год тому назад Министерство энергетики предложило просто замечательно восхитительную программу модернизации электростанций, изолированных населенных пунктов все того же Дальнего Востока. В общем, есть масса поводов для задуматься и даже поулыбаться.